Друзья, всем привет! В этом видео я с вами поделюсь своими мыслями о том, что украинские беженцы, которые находятся в Германии, они потеряли свой шанс. Итак, в 2022-2023 годах главной темой, мы же все знаем об этом, я снимал тоже неоднократно об этом видео, главной темой интеграции украинских беженцев в Германии была, конечно же, тема их трудоустройства на рынок немецкого труда. Ну и эта тема и актуальна остается и по сей день. И это все происходило на фоне постоянных заявлений там, представителей бизнеса, представителей власти. Публиковались разные статьи средствами массовой информации Германии о дефиците кадров, например, там, в различных отраслях экономики Германии, особенно среди специалистов и квалифицированных работников. То есть мы все прекрасно понимаем, что не хватает в Германии квалифицированных работников, специалистов, есть украинские беженцы, значит, и надо их устраивать на эти вакансии. И тогда немецкие власти, они надеялись на то, что они как раз таки украинскими беженцами заполнят очень быстренько, хотя бы часть этих вакансий, которые освобождаются, да. И почему? Потому что украинцев очень много прибыло в трудоспособном возрасте, и по статистике они имеют высшее образование, украинские беженцы я имею в виду. И по этой причине Германия в какой-то мере сделала, они просчитали все и сделала послабление. И упор сделала на изучение немецкого языка. То есть дали возможность людям, чтобы они прошли эти интеграционные курсы, которые длятся 9-12 месяцев, а не сразу их начали выгонять на работу, на неквалифицированную, как это сделали, например, в Польше, в Чехии, в Словакии, просто перестали платить или уменьшили пособия, или платили такие пособия, на которые прожить нельзя, и люди вынуждены были устраиваться на любую работу. Но, например, что касается Чехии, Словакии, это в дальнейшем сыграло большим плюсом для украинских беженцев. Я чуть позже об этом расскажу. Германия пошла по другому пути. Они сказали: ладно, много людей с высшим образованием, значит, у нас много квалифицированной работы, пусть они выучат немецкий язык на должный уровень B1, B2, подтвердят за это время, пока учат язык, свои дипломы и уже выйдут на работу как специалисты дипломированные, как квалифицированные работники. Больше будет толка и пользы от этого. Таким образом пошла Германия. Однако к осени 2023 года стало понятно, что эта концепция не дала желаемого результата. Статистический показатель трудоустройства украинских беженцев в Германии не сдвигался с места, стоял неподвижно. 20%. Мы это с вами знаем. То есть это все было примерно до начала лета 2024 года. Этот показатель стоял на месте. И правительство Германии именно по этой причине изменило курс тогда. Тогда министр труда Хубертус Хайль презентовал новую программу Job Turbo. Я об этом тоже рассказывал, повторяться сейчас не буду. Я скажу только одно, что с помощью этой программы он анонсировал, что он примерно 200 тысяч украинских беженцев устроит на рынок немецкого труда. Но программа эта провалилась с треском. Почему? Потому что из этого количества, по-моему, только удалось устроить 50 тысяч. Значит, он тогда заявил, что языковой барьер снижается. Настало время идти работать. Это были его слова. Я зацитировал. В результате этой программы весь 2024 год прошел и проходит, заканчивается он под знаком более настойчивого, подталкивание украинских беженцев джоб-центрами, чтобы они быстрее находили работу и быстрее занимали вакансии на рынке немецкого труда. И этот подход отчасти, конечно, дал положительный результат. Процент трудоустроившихся украинских беженцев в Германии начал потихонечку расти. И на сегодняшний день мы имеем 30% украинских беженцев, трудоустроенных на рынке немецкого труда. Опять же, в этот процент я говорю только о трудоспособных. В правительстве Германии также понимают, что это очень мало. И теперь Германия опять меняет свою политику по трудоустройству.
Теперь приоритеты агентства по труду изменятся, и на первый план выйдет трудоустройство на работу не столько украинских беженцев, сколько тех родившихся или давно живущих в Германии квалифицированных работников и специалистов, которые подпадут под намечающиеся массовые сокращения штатов. То есть таким образом можно сказать, что Германия условно украинцев отодвигает на второй план. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что все, украинские беженцы уже, прошло 3 года и только 30% устроилось. То есть они ничем не отличаются от граждан Сирии и Афганистана. Да? То есть они идут по такой же программе. Очень мало устроилось на работу, поэтому зачем нам их устраивать? Мы лучше приоритет поставим перед гражданами же Германии, которые в связи с этой рецессией, замедлением экономики, да, остаются без работы. Мы лучше их подучим и найдем им вакансии. Так это квалифицированные работники. И в принципе немецкая экономика нуждается в квалифицированных работниках. И ими же и заполним эти вакансии. Украинцев трогать не будем. И это не очень хорошо для украинских беженцев. Это плохой очень сигнал. Почему? Потому что все уже прекрасно понимают, что они не смогут украинскими беженцами, как я уже сказал, восполнить эти все вакансии. Их уже не будут сильно привлекать на работу. То есть таким образом беженцы украинские сами виноваты. Почему? Потому что я уже говорил неоднократно в своих предыдущих видео, что если бы процент через 3 года хотя бы был трудоустроенных украинских беженцев в Германии хотя бы 50-60%, то много бы дискуссий бы не велось, которые не нравятся сейчас украинцам, о том, что области Западной Украины абсолютно безопасные, давайте туда будем возвращать украинцев, да, или не принимать тех, кто с Западной Украины, это раз, такое не нравится. Потом давайте уберем денежное пособие Бюргергельд, или давайте снизим размер этого Бюргергельда и так далее. То есть такое все, это все не нравится. И это все происходит, я так думаю, из-за того, что очень маленький процент трудоустроен. А теперь Германия зачем устраивать? Мы берем курс на устройство своих граждан, потому что они намного важнее. Кроме этого, если бы много было бы украинцев трудоустроено, то возможно бы уже бы велись разговоры и дискуссии в немецком публичном пространстве о том, чтобы предоставить украинским беженцам, которые работают, какие-то льготные, например, условия для того, чтобы они могли в дальнейшем пребывать на территории Германии после того, когда окончится действие параграфа 24. А так, на сегодняшний день никаких разговоров, никаких дискуссий, никаких предложений ни от одной политической силы в Германии не поступает о том, чтобы снизить этот порог для облегчения украинским беженцам, чтобы они могли в дальнейшем получить в упрощенном виде вид на жительство после окончания 24 параграфа. Вот такая ситуация. И я думаю, что-то я начинаю приходить к мысли, что уже и вноситься изменения не будут. Я так думаю, не знаю, конечно же, мы посмотрим. Но видите, ни одного предложения не поступает. А на сегодняшний день очень трудно соблюсти все условия, чтобы даже перейти просто на рабочий какой-то параграф, на 18а. Я уже не говорю о параграфе 18б. Вот такая ситуация. Поэтому, сами виноваты. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.